Как коренные народы Севера переносят холод? Север России – это территория вечной мерзлоты. Большую часть года здесь не тает снег, а столбик термометра не поднимается выше минус 30 градусов по Цельсию. Полярная ночь продолжается более полугода, но даже и полярным днем местные жители не всегда видят солнце, оно прячется за смогом и облаками. Из-за частой смены циклонов здесь дуют сильные ветры, порой достигающие 40-50 метров в секунду. Ультрафиолетовое голодание, сверхнизкие температуры и колебания атмосферного давления – все это не похоже на зону комфорта или вообще условия, пригодные для жизни. Тем не менее, на севере России тысячелетиями живут коренные народы. У них не было обогревателей и ультратеплых перчаток из современных материалов. Они не носили куртки из пуха и шубы из соболей. Они не грелись горячим какао и не сидели в уютных кофейнях, закутываясь в пушистый плед. Что же помогало местным жителям справиться с холодами? Есть ли у них особая устойчивость к морозу или все дело в соответствующей одежде? Как вообще выживает коренное население Заполярья? Какие правила нужно соблюдать всем приезжим, чтобы увидеть север и не умереть? Над этими вопросами ломали головы ученые и этнографы, историки и путешественники разных лет. Не так давно современная наука нашла доказательства. Ген морозоустойчивости существует. Точнее, целых 3 гена, которые позволяют организму лучше адаптироваться к низким температурам. Первый, UCP1, помогает вырабатывать тепло прямо из жировых запасов организма. Второй, ENPP7, способствует усвоению жиров из молочных и мясных продуктов. А ведь именно они лежат в основе питания народов Крайнего Севера. Третий, PRKG1, участвует в сокращении гладких мышц. Это приводит к сужению кровеносных сосудов, что позволяет сохранять тепло и уменьшить дрожь. По словам ученых, гена морозоустойчивости около 20-25 тысяч лет. Таким образом, сама природа северного человека подстроилась под непростые условия среды. Жители Заполярья веками ведут образ жизни, который практически не меняется. Из поколения в поколение они продолжают строить традиционное жилье, разводить оленей и питаться по особой диете. Рацион коренных народов Севера по большей части состоит из оленьего мяса. Его употребляют в разных видах – сушеным, приготовленным на костре, вяленым, сырым. В ход идет даже оленья кровь. Это не просто давний обычай, но еще и профилактика цинги. Причина этого заболевания в недостатке витамина С. А получить его из других источников в тундре практически невозможно. Именно поэтому, когда первые русские землепроходцы осваивали здешние территории, они начинали носить местную одежду, передвигаться на таком же транспорте и питаться тем же, что и коренные жители. В наши дни жир по-прежнему составляет до 60% рациона жителей Севера, поэтому они защищены дополнительной прослойкой бурого жира под кожей. Если витамин С пополняют за счет крови оленя, то витамины А и Д поступают в организм с печенью лосося, трески и оленя. Несмотря на такую жирную диету, мужчины и женщины выглядят стройными и легко двигаются по тундре. Дело в том, что жизнь на севере гораздо более энергозатратная, чем в регионах с умеренным климатом. Опыт экспедиции показал, что расход энергии увеличивается больше, чем в 1,5 раза. В Сибири есть поговорка «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». Она же применима и к остальным народам Севера. Одежда, которую носят местные жители, проверена веками. Шьется она из оленьего меха, самого практичного и теплого. Из него одежда получается легкой и мягкой. Она не смерзается и остается сухой. Национальные кухляки и малицы шьются из 2 шкур молодого оленя. Одна мехом наружу, другая к телу. У такой одежды нет пуговиц или молний, она надевается через голову и хорошо сохраняет тепло. За сохранение тепла отвечает и жилище северного народа – чум. Его устройство простое и вместе с тем идеально для образа жизни кочевников. Чум в среднем состоит из 40 шестов. Зимой их покрывают двойным слоем оленьих шкур, а летом брезентом или геотекстилем. Благодаря этому зимой в чуме отлично сохраняется тепло от печки-буржуйки, которую тоже возят с собой, а летом в жилище прохладно и не попадает дождь. Диаметр чума около 6 метров. В нем легко размещается семья и до 10 гостей.
На установку дома тратят примерно час-полтора зимой и около 40 минут летом. Этому процессу не мешает ни пурга, ни ливни, ни сильный ветер, ни тучи комаров. Ведь каждый из членов семьи точно знает, что ему нужно делать. На холоде обостряются чувства, боль, голод, ощущение изоляции. Но северные народы научились справляться и с этим. Здесь всегда считалось, что тундра – общий дом для всех. И если в одном селении хорошо запаслись мясом, а в другом не очень, то первые обязательно поделятся со вторыми. Для гостей в чумах тоже найдется и место, и угощение. Еще один способ не замерзнуть в условиях вечной мерзлоты – творчество. Ведь очень важно уберечь от холода не только тело, но и душу. Главным объектом творчества северных народов была одежда. Ее украшали геометрическим орнаментом и меховой мозаикой. Также местные жители мастерили изделия из бересты, дерева, кости и металла. Обычно это были табакерки и пороховницы, трубки и пуговицы, пряжки для ремней, солнцезащитные очки и детали для оленей упряжки. Что делать, если у вас нет генов морозоустойчивости, но вы решили посетить Заполярье? Вот несколько правил, которые помогут вам в этой поездке. Первое. Одевайтесь многослойно. Сначала термоодежда. Подойдет и та, которую используют горнолыжники и альпинисты. Она помогает сохранить тепло. Следующий слой должен быть шерстяным. Свитеры и кофты будут греть вас в мороз. Верхний слой непромокаемый и теплый, чтобы защищал вас не только от холода, но и от ветра. Помните, одежда должна быть свободной, тогда теплый воздух будет создавать дополнительную защиту. Второе правило. Тщательно выбирайте обувь. Отдайте предпочтение не только теплой, но и водонепроницаемой. И не забудьте про шерстяные носки. Третье правило. Пейте больше воды, ешьте жирную питательную пищу. Организму в условиях холода нужно больше питательных веществ и жидкости, чтобы он исправно функционировал и вы не заболели. Четвертое. Используйте жирный крем для открытых участков тела. Он поможет избежать обморожения. Кстати, в Канаде с каждым годом все чаще можно встретить людей в балаклавах на улицах городов. Возможно, этот лайфхак пригодится и тем, кто впервые отправляется на русский север. И пятое. Не пытайтесь дождаться тепла или погодных изменений. Признайте, что на севере холодно, и если вы сюда приехали, значит это для чего-то вам нужно. Познакомиться с местным бытом, заработать денег, увидеть своими глазами северное сияние, преодолеть себя или пересечь 66-ю параллель. Помните о своей цели. Откройте свое сердце навстречу северу, и он откроется вам. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.